кофе в бачке спрятал. Ну зато смешной пранк, согласись. Ты совсем тупой, мы без хаты остались. О, смотри, кафешку открыли. Пошли? Пошли. 2 дня назад в НИИ. Это был самый обыкновенный день. Все было как в обычные дни, кроме спящего Джокера на работе. Уважаемый зеленый амус, у вас на кассе ваш работник спит. Что? Джокер, Ай. Что? ты чё дрыхнешь на работе? Я на работе. Был. Но сейчас уволен. Ну, Флаффи, не подведи. Да чего там знать? Спрашиваешь у посетителей, что они хотят, и передаешь Елику то, что готовить. И все. Да, сейчас. Где Елик? Куда ты? Я за Джокером. Чем тебе этот дужок раздался? Его унесло ветром куда-то за края НИИ. Я же не могу его заменить. Похоже. Вы дожили до появления дефи. Круто. Сейчас только добьем рекорд временных карточек подряд до 10 и перейдем к дефи. А может, ну его, сейчас закончим на этой карточке. И все, твердый знак. Точка. 66610. Все, добили. Переходим к дефи. А почему? Круто, елка. Мы с тобой обслужили 1256 клиента. Я устал, будто это за час всех 1256 обслужили. Да, это достижение. Только прекрати меня звать елкой. Я тебя только в первый раз назвал так. Я не про тебя, а про Артура Виндовсовича за кличку. И Беконыча за то, что он меня так в репликах называет. Еще двое идут. Может, закроем на сегодня кафешку? Если обслужим этих двоих, то побьем рекорд по обслуженным за 3 дня. Ладно. Здравствуйте, чего хотите? Почему вы так пристально смотрите на зеркало? Странно, стоит фурятина, а в отражении наш режиссер. В смысле? Ты забыл? Обновление Минькрафтца, а там ты Беконычем станешь. Видимо, обновление завезли, но не полностью. Я не думал, что записывать такие ролики так трудно. Мир был перезагружен так же, как в 4-й серии сериала, так что все должно быть в норме. Но пока Елика с Беконом нет. Опа, к нам гости пожаловали.